Всем добрый день, с вами Татьяна. Сегодня предлагаю вам связать вместе со мной вот такую вот замечательную модельку. Тапочки-следочки, снежинки. Подбирала схему, чтобы не сильно сложная была. Те, кто не смог связать снеговиков, думаю, вы обязательно эти снежинки свяжете. Они намного проще вяжутся. Значит, полностью спицами, как я уже сказала. На размер от 36 до 38. Спицами буду вязать номер 2,5. Также мне понадобятся спицы круговые, у меня номер 3. Сразу за пряжу скажу, у меня 2 цвета. Вот что осталось с мотка. У меня был 100 грамм, но он был начатый, неполный был. Так, это у меня турецкий акрил, как всегда. Можете вязать любой пряжей. Если метраж совпадает, то мои расчеты вам подойдут. Просто у нас в основном эта пряжа для тапочек подходит. Поэтому я вяжу вот такой вот пряжей. Значит, что у нас здесь? Акрил стопроцентный, в 100 граммах 230 метров, и здесь 240 метров. Хотя я помню, что эта пряжа тоже была 240 метров. Почему она стала 230, не знаю. Так, вот это вот Картопов Флора, Made in Turkey. Значит, так, что я сделаю? Замеряю сразу по подошве. Я в процессе вязания в сантиметрах деталей измеряла ширину, высоту. По подошве 23 сантиметра. Пускаем сантиметр-полтора еще на растяжку. Значит, если размер нужен будет больше, увеличим, соответственно, регулируем длину по своему размеру. По ширине, по верху и по низу добавим по пару петель. Вот так вот. Ну вот, основное сказала. Переходим к вязанию. Значит, приготовим пряжу сразу. Основной цвет у меня синий. Я сразу отмотала вот такой небольшой клубочек. Он нам пригодится, когда вот я буду вязать мысок. И здесь из 2 половинок у меня будет отдельные клубочки. Поэтому, чтобы потом не заморачиваться, сразу отмотала. Теперь белый цвет. Я вот нарезала по 2-3 метра ниток. Для чего? Сейчас поясняю. Вот наша схема. В некоторых местах буду подвязывать ниточку, чтобы не делать больших протяжек. Я все буду вязать лицевыми. И чтобы у меня не было вот здесь, вот смотрите, например, 6 и 7 в некоторых местах есть, поэтому я посередине подвяжу, и по краям будет еще у меня по одной. Так будет легче вязать, и не будет путаться клубки. Дошли до конца ряда, просто эту нитку вытянули и пошли дальше. Значит, так, схема. Что по схеме у нас? Вот по такой схеме буду вязать. Разрисовала здесь все. Начну вязать с 11 петель. Расширю до 29. Это на размер 37-38. Если размер 30-36, оставим 27 петель по ширине. И, как я уже говорила, по длине будем регулировать. На пару рядов провяжем меньше. Но это в процессе потом еще раз повторю. Остальное все вяжем также. Значит, 11 набрала, расширю до 29. Вверх провяжу. Когда провяжу весь верх, замерю в сантиметрах. Сейчас надо пересчитать, сколько это будет зубчиков. Довяжу, опять же замеряю. Так, ну что здесь? Вот схему, можно ее заскриншотить сразу. А, что еще хотела сказать по схеме. Значит, схема простая. Простая в чем? Смотрите, все идет симметрично. Я сейчас с вами попетельно провяжу вот половину. Сначала провязываем эту половину, вторую половину вяжем точно так же, как первую, только в зеркальном отражении. Смотрим на эту часть и провязываем точно такие же петельки. Вот предыдущая у нас была белая, опять провязываем белую. Смотрим на предыдущую синяя, опять такую же провязываем. Провязали до половины, смотрим на нижнюю часть, на свой мысок и точно так же провязываем верхний. В этот раз вот подбирала, думаю, чтобы сильно не заморачивались, попроще было, но надеюсь, что попроще смогла подобрать. Так, ну что, вроде бы вот объяснила. Сейчас давайте начнем вязать, а дальше посмотрим. На спице номер 2,5 я наберу 11 петель обычным способом. Так, набираем 11 петель. И обратный ряд все провяжу лицевыми. 1, 2, 3, 4. Сильно не затягиваем. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
все провязываем лицевыми. Со следующего ряда начну, это будет лицевая сторона, начну делать прибавки. Я первую петельку тоже провяжу. Последнюю провязываю изнаночной. Так, перешли. Это лицевая сторона. Вот в конце лицевой стороны у меня хвостик. Первую снимаю, вторую провязываю. Через 2 петли буду делать прибавку. Теперь можно просто накидом делать, можно прибавлять вот из петельки. Вот петелька, подняла ее и провязала. Подтянула. Далее все вяжу лицевыми, не довязывая 2 петель. В конце ряда сделаю опять одну прибавку. Так, 2 петли осталось. Поднимаю одну, провязала, подтянула, лицевая, и кромочную я буду провязывать изнаночной. Перешли на изнаночную сторону. Здесь вяжем без изменений. Первую снимаю, остальные все вяжу лицевыми, последнюю кромочную провязываю изнаночной. Так, вяжем так до конца ряда. Перешли на лицевую сторону, 2 зубчика провязали, подвязала сразу синюю нить. Теперь следующий ряд, опять в каждом лицевом ряду делаю прибавку. Первую снимаю, вторую провязала, одну подняла, из нее сделала добавку одну, 3 петли. Теперь одна синяя. Можно провязать, конечно, просто белый мысок. Я вот сделаю такие вот синие точки. Так, одна синяя, 3 белым, 3 петли лицевыми белым провязываем. Опять одна синяя, 3 белым, одна синяя, 3 белым. Так вяжем до конца ряда. В конце ряда делаем одну прибавку. Так, провязали 3 белых, одна синяя, идем до конца ряда, чередуем 1, 2, 3, опять одна синяя. Так, 2 петли осталось у меня, одну прибавляю, прибавили, следующая лицевая, следующая изнаночная. Все, перешли на лицевую сторону. Все вяжем по узору. Белый над белым, синий над синим. Опять 3 белых, одна синяя. Так идем до конца ряда. Далее следующий ряд провязываем белым цветом, опять же с прибавками. Один, 2, 3. Перешли на лицевую сторону еще раз. Так, что у нас здесь опять? Первую снимали, сняли, одну провязали, петельку поднимаю или просто накидом делать прибавку. Подняла, провязала, добавила. Далее вяжу все белым лицевыми. Ну, я весь следок буду вязать лицевыми, но повторяю иногда одно и то же несколько раз, потому что прокручивают видео, а потом говорят, мы не слышали, мы не видели. Вяжем до конца ряда
все белым цветом. Смотрите, теперь так буду вязать, расширять. Через ряд вот эти вот синие точки буду делать 3 раза. Расширю, сколько это у меня получается, 25 петель. 27, 27 петель провяжу весь ряд синим. И потом с добавкой ряд 29 петель начну делать узор. Значит, расширим сейчас мысок, я к вам вернусь и начнем вязать узор. Провязала 8 зубчиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. На спице у меня 25 петель вместе с добавками. Довязываю ряд до конца. Следующий ряд буду вязать синим цветом. Так, сразу последнюю провяжу синим. Теперь все провяжем синим. Первую снимаю, вторую провязываем. Делаю одну добавку, подняла петельку. Теперь вот эту вот нить белую сразу проведу ее на середину вязания, чтобы не обрезать ее. Так, далее все вяжу синим. 1, 2. И сделаю одну добавку в конце ряда. Пришли в конец ряда, поднимаю одну петельку, провязала, добавила. Последние 2 провязываю. Одна лицевая, одна кромочная, изнаночная. Все, и останется у нас в следующем ряду последняя добавка. Всего у меня будет 29 петель, как я уже говорила. Перешли на изнаночную сторону, все провязываю лицевыми. Перешли на лицевую сторону, первый ряд узора начинаем. Значит, сделаем сейчас одну добавку. Провяжем 14 петель основным цветом, 1 белым и оставшиеся опять основным цветом. Так, вяжем 14 петель вместе с добавкой, вяжу синим цветом. Первую сняла, вторую провязала, опять одну добавили. Четырнадцать петель провязала синим цветом, 1 белым и оставшиеся 14 петель вместе с добавкой провязываю синим цветом. По изнаночной стороне возвращаюсь все лицевыми без изменений. Узор будет меняться только по лицевой стороне. Так, довязываем до конца. Прибавляю последнюю петельку. Если у вас был меньший размер, значит, у вас было 27 петель, вам прибавлять тогда уже не нужно. Останьтесь 27 петель, пусть останется у вас. Последнюю подняла, прибавила. Так, все. Закончила с прибавками. Развернулись, все, идем лицевыми. Второй ряд узора. Первые 13 петель провяжем основным цветом. У меня это синий. Провязываю 13 петель синим цветом. Тринадцать провязала. 1 белым. 1 синим, 1 белым. И оставшиеся петли до конца ряда все провязываю синим цветом. По изнанке возвращаемся по узору. Синий над синим, белый над белым. Вяжем, возвращаемся по изнанке в начало ряда. Третий ряд узора. Первые 7 петель провяжу синим цветом. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. Теперь вот здесь мне нужна будет отрезанная нить, которую я вначале говорила, что я нарезаю по 2-3 метра, чтобы не тянуть вот отсюда с середины обратно, такую длинную протяжку не делать. Я подвяжу одну нить. Значит, одна белым, одна синим, одна белым, три синим, 1, 2, 3, 3 белым. Теперь у меня вот с середины идет вторая нить. Я ее в работу запускаю. Так, 3 белым. Раз, два, три. Середину провязали. Дальше что мы делаем? Вяжем в зеркальном отражении. 3 синим, белая, синяя, белая. Точно так же, как вязали на этой стороне, только в обратном направлении идем. 3 синим провязываем. Что у нас дальше? Одна белая, одна синяя, одна белая. Вяжем. Одна белая, одна синяя, одна белая. Белый, синий, белый. И оставшиеся 7 петель у меня провязываю основным цветом. Довязали третий ряд до конца, перешли на изнаночную сторону. Здесь все вяжем по узору. Синий над синим, белый над белым. Нить перекручиваю вот так вот. Сильно петли не вытягивайте. Опять перебросила ниточку. Так, идем до конца ряда, заканчиваем изнанку и начнем вязать 4-й ряд. Дальше изнанку показывать не буду, с этим вроде бы понятно. Лицевая сторона, 4-й ряд узора. Первые 9 петель провяжем синим цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 провязали. Одна белым. Одна синим. Одна белым. Две синим. 1, 2, одна белым. Так, это у нас середина. Дошли до середины. Вторую часть вяжем в обратном направлении сейчас. 2 синим, белая, синяя, белая и остальные синим. Так, синюю, белую провязали. Далее 2 синим. Одна белая. Одна синяя. Одна белая. Так, что-то белая, синяя, белая. Оставшиеся петли до конца ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 петель. Точно так же, как и в начале, провязываем синим цветом основным. По изнанке возвращаемся по узору. Так, это у нас был 4-й ряд. Заканчиваем его и возвращаемся в начало ряда. 5-й ряд узора, лицевая сторона. Первые 7 петель провяжу синим цветом.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 синим провязала. Далее 3 петли белым. Один, два, 3 белым провязали. 1 синим. 1 белым. 1 синим. 3 белым. Середина. 3 белым. Все. Сейчас вяжем в обратном направлении, что у нас здесь предыдущая перед 3. Синяя, белая, синяя, 3 белых. Точно так же провязываем эту сторону. Так, 3 белых провязали. Теперь что у меня здесь? Так, вяжем 1 синяя, 1 белая, 1 синяя, 3 белых. 3 белых провязываем. И оставшиеся петли до конца ряда вяжем основным синим цветом. Возвращаемся по изнанке в начало ряда. Это был 5-й ряд узора. Так, довязываем до конца, идем в начало ряда. Все вот так вот получается сейчас. 6-й ряд узора, лицевая сторона. Первые 10 петель провязываем синим цветом. Пока еще ничего не понятно. 10 петель провязываем синим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ниточку подтяну здесь. 9, 10. 10 провязала синим, 2 белым. 2 синим. 1 белым, середина. Далее все вяжем в обратном направлении. 2 белым, ой, 2 синим, 2 белым и остальные синим. Так, 1 белую провязали, 2 синим, 2 белым. И оставшиеся петли до конца ряда провязываем синим цветом. Возвращаемся по изнанке в начало ряда. Это был 6-й ряд. Сейчас вот довязала до конца ряда, и вот я просто беру вот эту вот отрезанную нить, вот так вот вытянула. Не надо перебрасывать, что-то я ее очень много отрезала. Вот, все, вытянула ее, и у меня в итоге ровные все нитки. Так, возвращаемся обратно. 7-й ряд узора, лицевая сторона. Первые 8 петель провяжу синим цветом. Так, 8 петель синим провязываю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5 петель белым. 1, 2, 3, 4, 5. 1 синим. 1 1 белым. Все, далее пошли в обратном направлении, вяжем 1 синим, 5 белым и оставшиеся синим. Так, 1 синим, 5 белым,
нить перебрасываю здесь. 4, 5. И до конца ряда довязываю синим цветом. Это у нас был 7 ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 петель довязали. Теперь перешли на изнанку. Вот смотрите, сейчас провяжу до этих белых. Хотела немножко пройтись. Вот 5 белых петель. Я их по лицевой, когда вязала, перебрасывала нить через 3 петли. По изнаночной стороне я просто оставляю протяжку на 5 петель. Потом по лицевой стороне, когда буду вязать, я эту длинную ниточку буду подхватывать, привязывать ее. Значит, сейчас просто вот провязываю их. 1, 2, 3, 4, 5. Да что ты тут? 5 провязала. Я вяжу плотно, поэтому у меня сильно здоровенно она не получается. Вот, оставила эту нитку и пошла дальше вязать по узору. Вот, когда буду вязать по лицевой, я ее просто подхвачу. Вот это вот, чтобы она не болталась. Все, довязываем изнанку до конца. Итак, дальше там у нас еще будет один раз идти или 6, или 7 петель по узору. Точно так же сделаем. По лицевой стороне я ниточку перебрасываю, а по изнанке просто оставляю протяжку, потом ее подхватываю. Так, это что у нас? 7 ряд изнанку довязываем до конца. 8 ряд узора, лицевая сторона. Первые 11 петель провяжу синим цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ниточку перевела. 9. Теперь смотрите, вот эта вот протяжка, которую я вам говорила. Сейчас я ее подхвачу. И под ней протяну ниточку. А следующая получается сверху. Вот я ее подхватила. Показать. Подвязала ее. Так, 11 белым, ой, 11 синим провязываем. Далее 7 петель белым цветом. 4, 6, 8, 10, 11 провязала. 7 середина белым цветом. Вяжем. 1, 2, 3. Здесь опять по лицевой стороне я перекручиваю нить, а по изнанке уже оставляю свободно, потом подвязываю. Ну, я вот так вот делаю. Так, 6, 7 провязали. Оставшиеся до конца ряда 11 петель провязываем синим цветом. Это был 8 ряд. Довязываем до конца, возвращаемся по изнанке в начало ряда. Девятый ряд узора. Первые 6 петель провязываем синим цветом основным. Теперь далее можно вот с середины эту нить протянуть, вернуть обратно. Я подвязываю еще одну нить, чтобы не было нагромождения здесь. Следующие 2 петли провязываю белым цветом. Значит, 6 провязала синим, 2 белым. Две белым, 1 синим, 1 белым, 2 синим, 2 белым, 1 синим. Все. Далее идем в обратном направлении. 2 белым вяжем, 2 синим, белым, синим, белым и оставшиеся синим. Так, середину синим провязали. Поехали дальше. Что у нас здесь? 2 белым. Провязываем 2 белым. После них 2 синим. Провязываем 2 синим.
одна белая, одна синяя, 2 белым, 6 петель осталось, 6 петель синим цветом, довязываем до конца, возвращаемся по изнанке. Это у нас был 9 ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Так, довязываем, идем в начало ряда. 10 ряд узора. Это у нас сейчас будет середина снежинки нашей. Далее все пойдет в обратном направлении симметрично, точно так, как мы провязали половину. Далее будем вязать, вот, глядя на нижний этаж. Ну, сейчас этот ряд провяжу, потом посмотрим. Так, что у нас здесь? 10 ряд. Первые 5 петель провязываем синим цветом. 1, 2, 3, 4, 5 синим провязали. 1 белым. 1 синим. 6 петель белым цветом. 1, 2, 3, 4. Ой, забыла нитку перебросить. 5, 6. 6 белым провязали. 1 синяя. 1 белая. 1 это. Все. Далее идет повтор. Точно так, как вязали эту сторону. 1 синяя, белым, синим, белым, синим. Так, 1 белую провязали. Далее 1 синяя. Теперь у нас 6 петель белым идет. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 синяя и 1 белая. Осталось 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Провязываем их синим цветом. Все, возвращаемся по изнанке по узору. Это был 10 ряд. Заканчиваем его. Возвращаемся в начало ряда. Так, отвязали середину. Теперь у нас сейчас 11 ряд. Что мы будем делать дальше? Будет идти повтор. Вот, после середины смотрим. Вот этот вот ряд провязываем точно так же. Следующий ряд. И все повторяем в обратном направлении вяжем. Значит, вот смотрите. Ну, или же по схеме. Значит, что у нас здесь? 2 петельки должно быть белым. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Довязали. Следующие повторяем. Смотрим вниз и точно так же вяжем симметрично. 2 белым. 2 белым провязали. Что у нас дальше здесь? 1 синяя. Провязываем 1 синюю. Следом что идет? 1 белая. Провязываем. Следом 2 синих провязываем. 2 белых. И так до конца ряда. Все. Вторую половинку смотрим на эту и провязываем точно так же вторую половинку. Вроде бы, надеюсь, смогла объяснить. Так, синим провязали. 2 белым. 1 синим. Белый над белым. 2 синим. Что у нас дальше? 2 белым. 2 дошли до середины. Синяя у нас. Провязываем ее. Все, нижний ряд провязали точно так же. Теперь
Продолжаем вязать. Смотрим на эту половину. 2 белым, 2 синим, белое, синее, белое. Вяжем в зеркальном отражении. Все. Возвращаемся по изнанке. Опускаемся опять ниже на ряд. Что у нас здесь было? Вот посередине у нас было сколько? 1, 2, 3, 7 петель, кажется, у нас было посередине. Итак, ряд за рядом. Те, которые внизу, мы их провязываем вверху. Так, вяжем сейчас снежинку самостоятельно. Довязываем до конца мысок. Я к вам вернусь и пойдем закроем середину и пойдем вязать боковые стороны. Значит, провяжу этот мысок, узор. После узора у меня будет один лицевой ряд. По изнанке я начну делать разъем, закрывать петли. Там вернусь, замерю все в сантиметрах, посчитаю, сколько это у меня рядов получится, ширину, высоту, все замеряем. Ой. Еще раз вам снежинку. Довязываем мысок, встречаемся. Закончила я вязать мысок. Вот такая вот красотень получилась. Вот они такие, как выпуклая получилась снежинка. Значит так, высоту белым цветом у меня 8 вот этих вот зубчиков. И синим цветом 20. Всего 28. Так, замеряю в сантиметрах. Ширина 9 сантиметров ширина. И высоту, что у нас здесь получается, почти 12. Не доходит, смотрите. 9 на 12. Фотография 9 на 12. Так, теперь что делаем дальше? Если размер больше 38, можно провязать после узора еще 1-2 ряда. Значит, я после последнего узора, после последнего ряда провязала вот по лицевой стороне один ряд лицевыми. И теперь по изнанке сейчас буду закрывать средние петли и буду провязывать боковушки, боковые стороны. То есть, значит, так, перешла на изнаночную сторону, провязываю 11 петель. А что еще? Попрячем все хвостики. Я показываю, но, видимо, кто-то пропустил. Крючком я их вот под петелькой протягиваю аккуратненько, подтянули. Влево, вправо, вверх, вниз. Можно подвязать узелок еще, чтобы было надежнее. Узелку можно сделать. И опять же этот узелок вот спрячем под ниточкой. Вот он залез под ниточку сюда у нас. И еще раз. И вниз. Аккуратненько. Вот, достаточно. Все, спрятали. Так, что я теперь делаю? Закрываю петли. 11 петель провязываю лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 провязала. С каждой стороны оставлю по 11 петель. Средние 7 петель закрою. Так, одну провязала. Еще одну провязала и набрасываю. Можно по 2 сразу. Я по-другому иногда провязываю. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Средние закрываю. Ой, сильно близко подношу, когда сразу ракурс падает. Одну провязала, эту набросила на провязанную вот так вот. Так, закрываю петли, останется 11 петель на второй спице у меня. Провязала, набросила и протянула. Провязала, протянула. Так, 2, 4, 6, 8,
10, 11, еще 2. Так, закрыли. Вот что у меня получилось. Закрыла среднюю часть. Так, теперь провязываем все петли до конца ряда. Все провязываю лицевыми. Здесь подтянули, чтобы не было дырок никаких. Так, теперь я буду сейчас вязать все лицевыми петлями. Все буду вязать до самой пятой. Провяжу 9 рядов. Можно и 10 рядов. Это вот нету, как сказать, границы. И начну прибавлять по одной петельке. Я расширю, у меня будет всего 15 петель. 1, 2, 3, 4. Сделаю 4 прибавки. Еще что? Можно вязать просто все одним цветом. Я вот в хаотичном порядке белые такие вот точки попровязывала. Типа вот тоже как маленькие снежинки. В разброс, как душе угодно. Значит, так, что мы теперь делаем? Перешли на лицевую сторону. Эти петли у нас остаются на запасной спице. Можно взять их на булавку или на нитку перенести. Вяжем сначала вот эту вот правую сторону. Ну, если от себя считать, правая сторона получается. Так, все вяжу лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 кромочная, провязываю изнаночной. Так, провяжу сейчас 10 рядов, 9 рядов и вернусь, буду делать добавки. Провязала я 9 зубчиков. Сейчас начну делать первую прибавку. Ну, это вот чуть больше 3 сантиметров. 3 сантиметра. Опять также, не довязывая 2 петелек, поднимаю петельку, вытягиваю из нее петельку, сделала одну прибавку, подтянула, последние 2 провязываю. 1 лицевая, 1 кромочная, изнаночная. Так, перешли на изнаночную сторону. Все, дальше вяжу все лицевыми. Через 2 зубчика сделаю еще одну прибавку. Так, расширю до 15. Так, провязываю еще 4 ряда. Так, провязала опять еще 2 зубчика вот таких вот. Теперь попутно сразу я бросаю вот такие вот снежинки маленькие. В одном ряду 1 лицевая белая, в следующем ряду по 2 и опять 1. Так, вот эта вот спица мне мешает. Так, что опять у нас прибавка идет. 2 петельки осталось. Можно накидом сделать, можно вот я в этот раз просто поднимаю из петли, поднимаю, провязала, подтянула. Все. Так, значит, что мы сейчас делаем? Вяжем длину до 5, расширяем. У меня будет 23 зубчика. Если размер больше, провяжите на пару рядов больше. Если размер 36, сделайте 21. Но опять же примеряйте. 20-21, вот так вот где-то. На 37-38 я оставила 23, нормально получилось. Опять же сейчас довяжу до конца, замерю в сантиметрах, потому что если пряжа другая, метраж или же плотность вязания у всех разная, поэтому сможете ориентироваться в сантиметрах. Так, что сейчас делаю? Вяжу все лицевыми, прибавляю петельки, довяжу до конца, закрою петли, перейду на вторую сторону. Вторую сторону буду вязать аналогично. Так, довязываем. Провязала вторую половину, закрыла петли, обрезали нить.
петли закрываю точно так, как я закрывала вот посередине. Так что у меня здесь вот от начала проема до конца почти 9 сантиметров. 9. Теперь подвязала ниточку с изнаночной стороны, переходим на вторую сторону, вяжем точно так же, как первую. Так, что я сейчас здесь сделаю? Введу вот крючок, вытащила петельку, подтянула, и эти две провяжу вместе, чтобы тут не было никакой дырочки. Подтянула вот так вот. Далее провязываю все лицевыми и точно так же провяжу сейчас 9 зубчиков и начну делать прибавки. Вяжем, только теперь буду 2 петли провязывать и делать прибавку. Значит, так, сейчас провяжу 9 полных рядов. Так, провязала я 9 зубчиков, делаю теперь прибавку с этой стороны. Первую снимаю, вторую провязываю, поднимаю петельку, вот она, подняла одну, провязали, подтянули. Далее все вяжу лицевыми. И опять через 2 зубчика сделаю еще одну добавку. Провяжу 23 зубчика, закрою петли, нить обрезать не буду и буду обвязывать весь следок. Значит, что сейчас делаем? Довязываем вторую сторону, провязываем нужную нам длину. Дойдем до последнего ряда, я к вам вернусь и будем обвязывать все. Закрыли петли. Теперь на круговые спицы номер 3 буду набирать петли синим цветом до белого мыска. Синим цветом наберу петли до белого мыска. У меня будет 43 петли, 20 зубчиков у меня было по мыску, 23 было по боковой стороне, 43. Значит, наберем вот до белого. Далее я буду набирать белым цветом. Если удобно набирать спицей, можете набирать спицей. Под 2 дужки ввожу крючок, вытягиваю ниточку или же спицей. Сейчас я это уберу. Захватываем, убираем. Набрали синим цветом. Теперь подвязываю белую нить, набираю по боковой стороне мыска белым цветом. Здесь получится у меня 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Можно провязать все синим цветом. Кто не хочет заморачиваться. Так, вот эту вот белую сразу хвостик буду так вот запутывать. Так, 8 набираю. 1, 2. Да иди сюда, хвостик этот хочу запутать, а он убегает. Так, 3. 4. 5. 6. 7. 8. Теперь по мыску наберем 11. Так, как-то спица мне мешает. Вот здесь, смотрите, здесь по мыску. Они все вот эти вот петли. В самый уголок нужно влезть, чтобы здесь вот набрать вот эту вот петлю.
Одну вытащила. Так, набираю 11 петель. Опять же, под крайние петельки, подушки ввожу. Так, 3. Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Опять здесь вот в угол залезть нужно. 11 набрала. Теперь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Все, набираем с этой стороны опять 8. И с боковой синим цветом сейчас перейдем. Так, набираем 8. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Все сложилось. Набрала 8 петель, подвязала синий цвет. И далее набираю все синим цветом. Опять вот этот вот хвостик можно сразу переплетать его, вплетать вот между ниточками. Ну, можно потом это крючком все заделать, конечно, но можно сразу. Так, все, опять по 2 дужки и набираем петли. Значит, опять с этой стороны наберу такое же количество, как и с этой. Если у вас длина была короче или длиннее, то, соответственно, количество петель, вот эта вот часть синяя, оно может быть другое у вас. Я называю то, которое у меня. Значит, сейчас наберу петли, обратно по изнаночной вернусь все лицевыми, буду вязать все лицевыми, провяжу 4 зубчика, потом к вам вернусь и буду вязать дальше. Значит, наберем и 4 зубчика, 4 дорожки провяжем, набираем, вяжем. Так, провязала я, смотрите, 1, 2, 3, 4 вот таких вот дорожки. Это получается, что у нас 8 рядов, да? Теперь, ой, идите сюда, смотрите. Пришла в начало ряда. Сейчас сразу с этой стороны по стороне пятки наберу петли. Наберу петли, так будет удобнее. Сейчас начнем вязать подошву и сразу довяжем подошву до конца и перейдем на пятку. Чтобы потом не набирать, я сейчас вот сразу их наберу. Так, опять принцип тот же, под 2 дужками захватываю ниточку, набираю петельку. Сейчас на отдельную спицу наберу, а потом опять на круговые перейду. Так, одну набрала, опять подхватила, набрала. У меня будет 17 петель. Ну, в том слитке было 17. Должно быть 17. Так, набираем. Так, набрали петли. Обратно я провяжу изнаночными все. Вообще-то нужно было вязать лицевыми, потому что сейчас мы весь ряд будем идти лицевыми. Ну, в общем, можно лицевыми, можно изнаночными. Вот так скажу. Так, ниточку перевела. Первую снимаю. Остальные все провязываю. Так. Я провязала изнаночными. Получилось, что у меня как вроде бы боковая сторона продолжается. Так, провязала. Теперь сейчас провяжем все вот эти вот петли синим, белым, дойдем до этой стороны и точно так же наберу с этой стороны. Все провязываю лицевыми, доходим до второй стороны, до второй половины пятки. Так, довязываем этот ряд до конца. Вот пришли на правую сторону.
И точно так же наберу с этой стороны последнюю, здесь провязываю лицевой. Так, теперь набираю с этой стороны. Захватила, набрала. И по изнаночной стороне буду вязать лицевыми. Так, значит, сейчас сколько я набрала? 1, 2, 3, 4 лицевого ряда. 1, 2. Так, считаем внимательно, набираем. Набрала петли, развернулись на изнаночную сторону. Так, теперь все провязываю лицевыми. Первую снимаю. Сейчас что я буду делать дальше? Дальше я пойду турецким методом. Не обрывая нити, всю сторону провяжу лицевыми вот до середины мыска. 11 петель у нас есть на мыске. До средних 11 петель. Сейчас всю эту сторону провяжу лицевыми. Дойду до середины и начнем вязать подошву. Значит, так, провязываю петли, 17 петель, петли пятки. Потом боковые, сколько у меня было, 43. 8 петель белых с боковой стороны мыска. И останавливаюсь на середине. 11 петель. Так, что у меня здесь? 11 петель, будем вязать подошву начинать. Сейчас все вяжу лицевыми, иду до середины следочка. До 11 петель, то есть не до середины. Так, все вяжем. Закончила вязать синим цветом, тут оно все у меня скукожилось. Теперь перехожу на белый цвет, это мысок у нас начался. Значит, что у меня здесь? Боковые стороны 8 петель я провязываю. Один, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8 провязала. Теперь, чтобы было более понятно, 11 петель. Смотрите, это петли будут, которые пойдут на пятку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, иди сюда, 7, 8, 9, 10, 11. Это на пятку, извините, на подошву. И осталось 2, 4, 6, 8. Значит, вот мысок разделила. 8, 8 и 11. На 11 петлях буду вязать и расширю до 15. Это я сняла для наглядности. Я потом перейду на спицу номер 2,5. Сейчас продолжу вязать на круговых, чтобы не шуршать спицами по столу. Так, теперь всю подошву буду вязать. Смотрите, лицевыми соединять по 2 петельки с двух сторон. Петли подошвы и петли с боковой спицы буду провязывать по 2 вместе. Так буду вязать вот до самого конца. Единственное, что вот здесь вот по пятке сделаю несколько убавок, чтобы было поуже. Так, теперь провязываем 11 петель. 11 петельку буду соединять с петелькой с боковой спицы. Так, теперь 1, провязываем 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Две вместе провязала лицевой. Можно сразу добавлять, но я решила накидами добавлять. Так, теперь первую снимаю. Что у нас здесь? Провязываем опять 11 петель. И в начале и в конце ряда буду делать по добавке. Точно так же буду добавлять петельки, как я вот добавляла спереди мыска, с боковой части. Первую сняла, вторую провязала. Одну поднимаю. Вот одну подняла, полезла за спицей, чтобы было удобно. Вот она петелька изнаночная, я ее поднимаю и из нее провязываю петлю. Или же просто перекрученным накидом можно делать, кому как удобно. Так, добавила одну петельку, это у нас получилось 3.
Значит, там было 11, добавим 2, что у нас получается 13. Как в школе? 3, 4, 5, 6, 7, так, 8, 9. Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Теперь опять поднимаю, вот, делаю добавку, поднимаю петельку или же накидом. Так, добавляем одну петельку. Ох, я затянула здесь, ну. И последнюю я соединяю с петелькой с боковой спицы. 2 вместе по лицевой стороне я провяжу изнаночной. Все, теперь у меня сейчас на спице 13 петель. В первом ряду было 11, 2 добавила, стало 13. По изнаночной стороне повернулась 13 петель, провязываю лицевыми без изменений. Последнюю петельку соединяю лицевой петлей, 2 вместе провязываю. Еще сделаю одну добавку, будет у меня 15 петель. Так, опять у нас конец ряда. 2 вместе провязываю лицевой, развернулась, продолжаю. Первую снимаю, вторую провязываю, делаю одну прибавку. Вот, как я уже говорила, можно поднять из петельки, можно сделать просто вот накидом перекрученным. Вот так вот можно перекрутить, кому тяжело поднимать из петельки. Провязываю все лицевыми, не довязывая 2 петель в конце ряда, делаю опять одну прибавку, закрываю 2 последних изнаночной петлей. Все, повернулись, все вяжем лицевыми. Значит, закончу белый цвет, перейду на синий. Ну, я потом к вам еще вернусь. Здесь в конце уменьшим по одной петельке. Значит, расширила до 15. На 15 петлях я буду продолжать вязать всю подошву. Если у вас размер был больше 38, вот эту вот часть, вот я сейчас, смотрите, что у меня здесь получилось. 1, 2, 3, 4. С одной стороны 5 у меня получилось зубчиков, а с другой 4,5. Вот. Можете провязать еще один ряд. Вот эту вот высоту. Это если у вас размер больше. Я вот, все, петли слетели. Это самое. Я примерила на мой 37-38 нормально. 36 единственное длину регулируем. А так все это вот хорошо получилось. Значит, сейчас что мы сделаем? Вяжем подошву, соединяем вот эти вот все петельки. Я к вам вернусь и будем провязывать пятку. Здесь белый довяжем, перейдем на синий. Ну, вроде бы все основное сказала. Вяжем. Вернулась опять к мыску, чтобы избежать вопросов. Смотрите, значит, довязала я белым цветом. У меня осталось по одной петельке вот с каждой стороны. Так, рассчитаем. 1, 2, 3, 4 зубчика. Это обвязка у меня была. Теперь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 зубчиков у меня. Мысок белым провязала. Последнюю петельку. Так, синие нитки с 2 сторон у меня и остались. Последние 2 закрываю белым. Соединила. Перехожу на лицевую сторону. Теперь буду провязывать все синим. Все, белое здесь не осталось. Первую снимаю. Где у нас тут синяя нить? Подтягиваем, перекрещиваем, отрежем потом эту нитку и узелок тут завяжем. Так, все вяжу до конца синим. Все провязываем синим. Пришла в конец ряда. Я соединяю изнаночной петлей. Один раз сейчас при переходе цвета я соединю лицевой петлей, а потом буду следующие ряды уже продолжать соединять изнаночной опять. Теперь перехожу на изнаночную сторону. Здесь нитки перетянула, перевожу нить вперед и продолжаю все вязать лицевыми. Первую снимаем, все вяжем лицевыми. Вот эти вот нити потом отрежем и позавязываем, позатягиваем это все. Вяжем лицевыми. И в конце ряда последнюю
белую петельку я тоже провяжу сейчас какой изнаночной, да, потому что переход цвета один раз провязала изнаночной, это все подтянула, перешла на лицевую сторону, нить вот так вот перекрываю, все, снимаю первую, все, мы ее перекрыли. Далее продолжаю все вязать лицевыми и последнюю уже буду соединять изнаночной петлей. Дальше всю подошву буду по лицевой крайней соединять изнаночной, по изнаночной стороне крайние петли буду 2 вместе провязывать лицевой. Так, вяжу до конца ряда. Пришла в конец ряда, последняя петелька, соединяю изнаночной. Надо сразу отрезать и завязать. Вот соединила изнаночной. Где это задняя нитка у нас? Хорошо ее подтянем. Смотрите, здесь перехода. Вот будет все ровненько. Перешли на изнаночную сторону. Вяжем все лицевыми. Последнюю соединяем лицевой. Довязали до конца ряда. Последняя петелька вот у нас. Провязываю с петелькой с боковой спицы. Соединила, подтянули. Теперь можно вот эти вот ненужные 2 нити обрезать. Все это закрепить, подвязать. Перешли на лицевую сторону. Продолжаем все вязать лицевыми. Крайние петельки боковые соединяем. Довяжем до пятки, я к вам вернусь. Закончила вязать подошву. Перехожу теперь на пятку. Значит, так, по подошве у меня было 15 петель. Сейчас я сразу по одной петельке закрою и на 13 буду продолжать также вязать, закрывать петли, перейду на пятку. Так, что вам здесь замерить? Боковую часть давайте замеряем. Так, вот от подъема 6,5 сантиметров боковая часть у меня. Так, точно так же, как вязали подошву, теперь переходим на пятку. Так, первую снимаю, сразу 2 петельки убавлю и останется 13. Продолжу дальше вязать. Да что такое, ну? 2 вместе, все провязываю также лицевыми до конца ряда. Пришла в конец ряда, осталось у меня 3 петли, 2 провяжу вместе и последнюю закрою с петелькой с боковой спицы. 2 вместе закрываем, соединяем, 2 вместе, провязываю изнаночные. Все, теперь продолжаем соединять все петли, провяжем вот это дело до конца, закроем пятку, закроем петли и будем обвязывать. Все, далее также продолжаю вязать, как вязала всю подошву. Все вяжу лицевыми, крайние петли закрываю по изнаночной стороне лицевой, 2 вместе провязываю, по лицевой стороне 2 вместе провязываю изнаночной. Значит, единственное, что еще я сделаю, не довязывая 4 ряда где-то кверху, когда подойду, вот смотрите, кверху приблизилась, по пару петель еще закрою, убавлю немножко кверху задник, чтобы не была вот эта вот часть широкая. Ну, то опять же при необходимости. Значит, так, вяжем сейчас, закрываем петли пятки. Закончила вязать пятку, закрыла петли. Теперь на спице я возьму спицы номер 2, по всему верху наберу петельки. У меня будет 62 петли. Если будут лишние, то их можно убавить, закрыть по 2. По 2 дужками вытягиваю петельку и набираю. Я в конце каждого видео показываю эту обвязку, но быстренько покажу еще раз. Значит, наберем петли по всему верху. Первый ряд я провяжу один ряд все изнаночными. Дальше буду вязать все лицевыми. Всего синим провяжу 6 рядов. Остальное все провяжу белым. Последние 2 ряда провязала синим, чтобы здесь белый цвет не просвечивался. В общей сложности у меня будет 15 рядов. Выверну наизнанку и примонтирую. Значит, сейчас набираю петли и провязываю 15 рядов. Можно провязать все однотонным цветом, можно двухцветным. Это уже по желанию.
Провязала я высоту 15 рядов. Так, что это у меня в сантиметрах получилось? 3,5 сантиметра. Теперь выворачиваю, уже половину приметала. Вот она хорошо тянется. Выворачиваю наизнанку. Аккуратненько все перегибаем, разравниваем, чтобы вот этот вот отворот петли были все ровно, нигде, чтобы ничего не перекосило. Так, теперь первая петелька вот у нас. Беру ее на крючок, вторую снимаю. Подхватываю одну петельку первого наборного ряда самого. Вот они поперечные такие вот у нас проходят. Вот подхватила ее. Так, подождите, запутался крючок. Так, подхватила петельку, захватываю ниточку и подвязываю. Один раз протянула и второй раз протянула. Все. Опять одну снимаю. Сейчас так вот перегну, чтобы было лучше видно. Вот она. Подхватила, протянула ниточку. Еще раз. Подвязала. Сильно туго не затягивайте, потому что потом, чтобы можно было свободно продеть ногу. Ну и сильно, чтобы волна такая проходила, не бросайте. Так, еще раз. Так, по одной примонтируем полностью весь этот отворот. Подхватили, протянули. Все. Вот так вот получается. На этом сегодня все. Буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Всем легких петелек. До новых встреч. Пока-пока.